Друзья, сегодня мы перенесемся на загадочный перевернутый континент, дабы узнать о не менее загадочном существе с сумкой. А как вы уже знаете, с сумками по Австралии ходят практически все, кроме динго. Итак, у нас в гостях крапчатая сумчатая куница, или сумчатая кошка, или попросту квол. Аборигены называли сумчатую куницу куол, что означает кошка-тигр. Именно это слово и услышали первые переселенцы и прозвавшие необычное животное кволом. Конечно, на свирепого тигра зверек не потянет, но вот с домашней кошечкой его сравнить можно. Кстати, квол – один из немногих хищных сумчатых, сохранившихся в Австралии после исчезновения тасманийского тигра. Квол небольшое сумчатое, размером не больше кошки, а кроме названия «сумчатая куница», квол к куницам не имеет решительно никакого отношения. Это совершенно другое хищное млекопитающее. О том, кто такие кволы, впервые в конце 18 века рассказал английский путешественник Джеймс Кук. Английское название квола переводится как «восточная туземская кошка». Правда, с ней у этих чудо-зверьков тоже мало общего, разве что размеры. И действительно, длина тела квола 45 см, хвоста до 30 см, вес до 1,5 кг. Цвет меха варьирует от черного до желтовато-коричневого. Белые пятнышки покрывают все тело за исключением пушистого хвоста, у которого белый кончик. Морда заостренная. В отличие от других видов пятнистых сумчатых куниц, у квола отсутствуют первые пальцы на задних конечностях. Когда-то кволы были вполне обычны в юго-восточной Австралии, но в результате бесконтрольного истребления их число стало сокращаться, и сейчас они практически исчезли на континенте. Последних кволов видели в 60-х годах 20 века, однако они по-прежнему обычны в Тасмании. Кстати, их главный пищевой конкурент – это тасманийский дьявол, которого динго тоже прогнали с материка на остров. Ролик о сумчатом дьяволенке вы найдете на канале. Водятся кволы преимущественно во влажных дождевых лесах и в долинах рек. Образ жизни одиночный и ночной. Охотятся они обычно на земле, однако хорошо умеют лазать по деревьям. Основной пищей квола являются насекомые вредители, но иногда они едят павших животных, которых море выбросило на сушу. Время от времени наносят визиты на ближайшие фермы, где безжалостно душат домашнюю живность и вообще ведут себя крайне неприлично. Некоторые особи даже воруют мясо и жир прямо из кухонь местных жителей. Может быть, поэтому походка у них крадущаяся и крайне осторожная, но движения их молниеносны. Кволы обладают быстрыми рефлексами и сильными челюстями. Они способны нападать на жертв, превышающих их по размеру. Несмотря на милый внешний вид, квол весьма агрессивное животное, особенно во время охоты. В общем, ведут себя кволы по-хамски, хотя вроде к семейству куньих не имеют отношения. Кволы, как и многие хищники, общество не жалуют и друг друга стараются избегать, хотя иногда исследователям встречались пары из двух половозрелых самочек. Индивидуальные участки у сумчатых куниц большие и в среднем составляют 35 гектаров для самок и 44 гектара для самцов. Причем в брачный сезон площадь участка у самцов резко увеличивается. Владельцы территории маркируют границы участков запаховыми метками. Пришельцев взрослые отпугивают, шипя на них и издавая различные звуки. Если по какой-то причине незваный гость не уходит сразу, хозяин переходит от предупредительных мер к атаке. Поднявшись на задние лапы, он преследует неприятелей и пытается укусить. Жуть страшная, это хуже даже, чем когда красная панда встает на задние лапы, чтобы казаться страшнее и опаснее. Главная отличительная особенность кволов – наличие на животе у самочки небольшого пушистого кармашка, который образуется из кожаных складок. Этот карман имеет весьма интересное строение. Открывается он не как у других сумчатых, например, у кенгуру, а назад, к хвосту, чтобы новорожденные маленькие крапчатые котята смогли быстро забраться после рождения в сумку и не повредились, как в случае, если бы подобная сумочка находилась бы на животе. Вообще известно 6 видов сумчатой куницы. Новогвинейская сумчатая куница водится в Новой Гвинее. Чернохвостая
тахвостая сумчатая куница исчезла везде, кроме эвкалиптовых лесов на юго-западе Западной Австралии, хотя изначально была широко распространена в Восточной и Южной Австралии, а также в пустынных участках Центральной Австралии, занесена в Красную книгу МСОП со статусом «Уязвимый». Северная сумчатая куница, пятнистохвостая сумчатая куница, бронзовая сумчатая куница водится в Новой Гвинее и крапчатая сумчатая куница. Хотят любви сумчатые кошки с мая по сентябрь. Это время австралийской зимы. У одной самочки обычно рождается 4 и более детенышей. В неволе был даже зафиксирован случай, когда одна дама привела сразу 24 малыша. Но выживают лишь те из них, кто первым успел добраться до сосочка матери и повиснуть на нем. А в сумке крапчатой куницы всего 6 сосцов, поэтому нетрудно догадаться, сколько детенышей выживут. Выводковая сумка квола не имеет ничего общего с сумкой кенгуру. Она развивается лишь в период размножения и повернута, как мы говорили, назад к хвосту. Малыши находятся в ней около 8 недель, а затем прячутся в логове, пока мать выходит на охоту. В случае необходимости они путешествуют у нее на спине. В возрасте 18-20 недель подросшие кволы покидают родительницу. Продолжительность жизни тигровых сумчатых кошек в природе до 3-5 лет. Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни в неволе 6 лет и 10 месяцев. Крапчатые сумчатые куницы, наряду с многими другими австралийскими видами, занесены в Международную Красную книгу. А как вы думаете, почему на перевернутом континенте все животные ходят с сумками? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!